Сегодня нас ждет очень интересный разговор. Как музыканты становятся звездами? В гостях у нас Даглас Шелдон, один из самых влиятельных менеджеров в мире музыки. Даглас, я только что представила вас нашим зрителям как очень влиятельного. Как настоящего волшебника, который превращает музыкантов в звезд. Это ведь часто случалось в вашей жизни. Иногда. Иногда. Я знаю, например, как у вас сложилась работа с Сан-Софи Мотор. Ведь это вы построили ее блестящую карьеру. Конечно, огромную роль сыграл Герберт фон Караян. Смотрите, артист должен вырасти. И не только в музыкальном плане, но и в человеческом. Многие начинают очень рано и практически не сталкиваются с реальным миром. Не знают его. Поэтому так важно, чтобы кто-то был все время рядом с ними. Взять, к примеру, Анну Софи Мутер. Она ни дня не ходила в школу, и в колледж тоже. Она получила домашнее образование. Да, но если вы пообщаетесь с ней лично, вы удивитесь, насколько глубоки и всесторонние ее знания. Помимо музыки, она превосходно разбирается в философии, не говоря уже о литературе и истории. Как-то она все это освоила. Впрочем, почему как-то? Ее с самого начала окружали люди, уверенные, что артист должен быть всесторонне развитой личностью, а не просто безупречно настроенным автоматом по извлечению звуков, иначе карьеру не построишь. Если музыкант не интересен публике по-человечески, больших высот он не достигает. И хороший менеджер это знает. Без этого понимания в нашей профессии ничего не добьешься. Я знаю, что вы музыкант, вы дирижер, очень хороший дирижер. Помогает ли вам быть хорошим менеджером то, что вы разбираетесь в профессиональных тонкостях? Это ведь большое подспорье. Это, конечно, помогает. Хотя были и великие менеджеры, не музыканты. Сол Юрок, например, величайший импресарио 20 века. Сейчас его имя подзабыто, но равных ему не было. Он начал возить в Америку русских артистов еще в 20-е годы, когда другие об этом и думать боялись. И проработал полвека. Балет Большого театра – это же его работа. Один из лучших его музыкантов – Мстислав Ростропович. Да, и Ростроповича для большого мира открыл именно он, человек, не имевший к музыке никакого отношения. Он пришел из бизнеса, и это было уникально. В те времена интересы артистов представляли либо чиновники, как это было в Европе, либо, как это было здесь, в Штатах, сотрудники некоммерческих организаций, тоже не озабоченные получением прибыли. Юрок все изменил. Он был бизнесмен и каждый раз рисковал собственными деньгами. Мог прогореть, лишиться всего и ночевать потом на скамейке в парке в Бруклине. У него был отличный нюх. Он безошибочно определял тех артистов, кто владел чем-то, что ни услышать, ни увидеть нельзя. Особой способностью порождать красоту и захватывать публику. Это был великий менеджер, абсолютно не разбиравшийся в музыке.
Как и Рон Уилфорд, который управлял Columbia Artists, кажется, лет 46. Начинал он вице-президентом, а закончил владельцем компании. Я тоже был вице-президентом, проработал в Колумбии больше 50 лет. Самое удивительное в Уилфорде было то, что, не будучи музыкантом, он построил величайшие дирижерские карьеры 20 века. Это он начал работать с Мути, он работал с Караяном, Аббадо, Куртом Мазуром, Превином. Этот список можно продолжать и продолжать. Залог его успеха был в том, о чем я говорил. Он знал, что артист должен быть в первую очередь личностью. Когда ты выходишь на сцену, какой бы она ни была, 400 зрителей, 2000 зрителей или 2800, как в Карнеги-холле, ты должен предложить публике в первую очередь общение. Должен убедить зал, что владеешь музыкой, которую принес, а не просто выучил ноты. И тогда эту музыку примут из твоих рук. 50 лет назад я был на концерте Микеланджело в Карнеги-холле. Он играл весь этот свой французский репертуар. Шопен, Равель, Дебюсси. Я помню этот концерт, как будто он был вчера. И помню, что стены были окрашены в пастельные тона, хотя на самом деле они были белые. Но он так играл. Такие цвета извлекал из своего фортепиано. Этой магией владеют немногие. К чтению нот и техники это вообще не имеет никакого отношения. Время, когда я начинал, сегодня кажется другой эрой. Только представьте, компакт-диски были изобретены каких-то 50 лет назад, а сейчас они уже практически исчезли. Раньше успешная запись меняла твою карьеру. Сегодня технология настолько упростилась, что запись ничего не стоит. Теперь это часть самопрезентации. Вот вам CD, послушайте, как визитная карточка. Но самое радикальное — то, что стерлась граница между классикой и миром развлечений. Мы должны на равных конкурировать с цирком, театром, кино, парком аттракционов за каждый доллар, который потребитель готов потратить на свой досуг. Мне кажется, стоит играть на том, что мы театр. Мы тоже предлагаем прочтение старых текстов с новыми эмоциями. Сцена всегда театр, место, где торгуют эмоциями. Все сцена. Я и вы сейчас тоже на сцене. Закончится этот разговор, и я уйду с мыслью: «О боже, какая прекрасная собеседница! Хочу с ней еще пообщаться». Нужны личности. Это так работает. Да, но на самом деле именно благодаря менеджерам в нашем столетии музыкальная жизнь стала значительно интенсивнее. Все стало более организовано, более быстро. Сейчас даже звезды играют по 100-120 концертов в год. К примеру, Ансафи Мутер определила для себя, что ее предел 60 концертов, и ни одного больше. Она очень решительно ограничила себя. Но есть и другие. Только что разговаривала с Юджа Ванг. У нее 120 концертов в год. Как же при этом можно продолжать развиваться как личность? Здесь нет единого рецепта. В первую очередь нужно верно оценивать собственные силы. Они у всех разные. Я могу привести множество примеров так называемого выгорания среди артистов. Что это значит? Ты был так активен, так много работал, с такой агрессией, что в какой-то момент энергия полностью иссякла. Свежесть и качество исполнения тут же ушли. Такое бывает и часто. Но, с другой стороны, есть Валерий Гергиев, который в течение года дает больше концертов с разными оркестрами по всему миру, чем любой другой дирижер в истории музыки. И он остается в форме. В физическом и ментальном плане это один из самых выносливых музыкантов. Потрясающая память. Невероятная. У него есть силы поддерживать этот ритм. У большинства людей нет. Лорен Маазер был таким же, и он тоже мог запомнить все.
А кроме того, еще играл на скрипке. У него была какая-то невозможная производительность. Большинство артистов чуть больше похожи на нормальных людей. У них есть предел прочности, когда они уже физически не могут продолжать. И еще один момент, о котором важно сказать. Есть абсолютно бредовая идея, что музыкант должен репетировать по 7-8 часов в день. На мой взгляд, это просто вредно. Все индивидуально. Кому-то 3 часов достаточно, кому-то 4-5. Но 8 — это целый рабочий день нормального человека. А многие артисты и так живут не пойми как. Спят днем, ночью работают. Что будет, если они еще и сутками репетировать будут? Каких только вредных привычек не бывает. Люди почему-то думают, что подготовка происходит за инструментом, а она происходит здесь, в голове. А насколько это важно — сводить друг с другом совместимых людей. Например, чувствовать, что вот этот дирижер и вот именно этот солист сработаются вместе, а вот с другим дирижером не будет взаимопонимания. Вы правы. Есть люди, которых лучше не заставлять работать вместе. Они все равно не смогут. Помните знаменитую историю с Леонардом Бернстайном и Гленном Гульдом? Они должны были выступать вместе, и перед началом концерта Бернстайн обратился к аудитории. Он сказал, что сейчас они исполнят первый фортепианный концерт Брамса, но он решительно не согласен с тем, как будет играть Гульд. Он так и сказал. Потом встал за пульт и уверенно продирижировал. Так вот, запомните, это исключение. Такого не бывает. Тем поразительнее эта история. Бернстайн так уважал Гульда, что поступился собственной художественной концепцией. Обычно в этой ситуации дирижер говорит: «О, я не буду с ним играть», или «все равно из этого ничего не выйдет». Чтобы этого не случилось, солисту приходится подстраиваться, отказываться от своего видения. Это реальный мир, не идиллия. Излишне принципиальный в нем не выживает. Ну, конечно, если ты организуешь большие гастроли оркестра с солистом, который будет проходить в 2 или 3 странах, включать, скажем, 30 концертов, то взаимопонимание между дирижером и солистом просто необходимо. Обычно оно есть. Ведь дирижер, если он еще и художественный руководитель оркестра, сам выбирает себе солиста. А так всегда было. Именно дирижер выбирает солиста. Может быть, лет 50, 60, 70 тому назад солист мог сказать: «Я хочу выступать с таким-то дирижером». Как было раньше? Кто принимал эти решения? Зависит от того, что за солист. Знаете, я просто не сомневаюсь, что Артур Рубинштейн с легкостью мог сказать: «Хочу играть с таким-то», и ему тут же бы все устроили. Я также уверен, что Трифонов может сам выбирать. Он уже выступил со многими величайшими дирижерами мира. Но если он решит, что не играл еще с Рикардо Мутти и нужно попробовать, я уверен, такая возможность ему предоставится. Музыкантов с такой репутацией единицы. Его не только все хотят слушать, но и все хотят играть с ним. А как вы думаете, как получается, что, к примеру, нью-йоркская публика говорит: «О, Трифонов прекрасен», а в Чикаго говорят: «Не надо нам Трифонова, давайте лучше Мицуко Ушидо или, скажем, Ланг-Ланга». Это разные реакции разной публики. Это сложный вопрос. Андре Уотс был сверхпопулярен в Америке, но не в Европе. Руди Бухбиндер – величайший пианист. Только в Германии, Швейцарии и Австрии он давал по 100 концертов в год, но не в Америке. Его искусство, его обаяние, его репутация не могли пересечь столько границ. С
С другой стороны, для Бернстайна границ вообще не существовало. Настолько, что он стал первым евреем, дирижировавшим после войны Венским филармоническим. Гергиев пересек все границы. Для Ланг-Ланга границ не существует. Есть такие люди. В них есть что-то, что словами не объяснить, как не объяснить, почему большинство великих английских музыкантов в Америке неизвестны никому. Загадка. Ведь аудитория классических концертов не сильно отличается в Нью-Йорке, Лондоне, Токио, Москве. Если приезжает Ланг-Ланг, он любую из этих аудиторий делает своей. Как Битлз или Роллинг Стоунс в 60-е делали своей любую аудиторию в любой точке мира. Просто их музыка так влияла на людей. Ну а посмотрите, что делает Бейонсе и все эти ребята. Я не так хорошо разбираюсь в поп-музыке, как мои дочери, но мне кажется, сегодня не найти на земле молодого парня или девушки, которые не были бы в плену у какого-то музыкального стиля. Неважно, что это. Рэп, то, чем занимается Бейонсе, или джаз. Музыка захватывает людей. И классика тоже. Классика ничем не отличается. Мы далеко не уйдем, если не поймем, что мир изменился. Теперь мы часть индустрии развлечений. Забудьте о том, что было 50 лет назад. Об этом даже слушать сегодня уже никому не интересно. Нет, это очень интересно. Хорошо, тогда расскажу. Представьте мир, в котором Чикагский симфонический давал 4 концерта в неделю, 26 недель в сезоне. То есть 104 концерта в зале на 24 сотни мест. Охват аудитории 10 тысяч человек в неделю. Умножаем на 26. Впечатляет? И все 104 концерта полностью продавались в рамках абонемента за 9 месяцев до начала сезона. Это был другой мир. Сегодня же мы с вами живем в мире, где масса людей вообще не знают, что такое абонемент. А 50 лет назад так продавали 105% билетов. Человек ведь мог заболеть, сдать билеты, уехать в отпуск, и освободившееся место тут же заново продавалось. Эта бизнес-модель работала не меньше 10 лет. Сегодня от нее остались воспоминания. Современный зритель ничего не будет покупать так заранее на такую сумму. Все продажи ориентированы на ближайший концерт. А еще знаете, что 60 лет назад в дополнительном штате филадельфийского оркестра было 13 человек, а сегодня 95. Это был другой мир, другая культура. Даглас, хочу вернуться назад. Может быть, не на 50 лет, но хотя бы лет на 40 или на 30. Знаю, что во время работы в Columbia Artist вы очень много сотрудничали с русскими артистами. И, наверное, вы можете вспомнить, чем отличалось сотрудничество с Советским Союзом от работы после 90-го года. Стало легче или труднее? Вау, не ожидал этот вопрос. Нужно подумать минуту. Никогда не думал об этом в подобном ключе. Легче или труднее. Мне просто было страшно интересно. Колумбия, как и Сол Юрок, о котором я рассказывал, тоже была интенсивно вовлечена в организацию гастролей советских артистов. У нас все шло отлично, пока, кажется, в 1979-м великий балетный танцовщик Годунов не сбежал во время гастролей. Это было советское время, а в советской России было, как известно, только одно государственное агентство, занимавшееся сразу всеми артистами – Госконцерт. Бум, приехали. Госконцерт заявил Колумбии, что отдаст нам любых артистов, но при условии, что на наших гастролях невозвращенцев не будет. Вы нам это гарантируете? Берите кого угодно, хоть кировский балет, отдаем. И так далее, бла-бла-бла.
Ну, а как мы можем это гарантировать? У нас нет таких механизмов. Мы не полицейское государство. В результате мы потеряли бизнес с Россией. Нам начали отказывать. Мы не привезли ни одного русского артиста с 1979 по 89 год. Ни единого артиста? Именно так. А до этого мы возили Гиллельса, Когана, других великих, работали с балетом Кировского театра. И только спустя 10 лет, в 89-м, Рон Уилфорд смог через одного своего друга организовать нам встречу с представителями госконцерта. Уилфорд позвал меня и сказал: «Даг, ты едешь в Россию на переговоры. Не знаю, что тебя там ждет, но попытайся». И я поехал. Вы первый раз в России были когда? В 1989-м? Да, если не путаю, это было в январе 89-го. Я приехал и встретился с джентльменом по фамилии Панченко. Уилфорд поставил передо мной конкретные задачи. Попытаться вернуть артистов, с которыми мы работали 10 лет назад. По-русски я не говорил. Панченко, разумеется, не говорил по-английски. Позвали переводчика. Ее звали Тоя Соколова. Первые 2 или 3 встречи прошли впустую. Мы абсолютно были не в состоянии прийти хоть к какому-то соглашению. Я стал резче, понимая, что использовать дальше дипломатический тон – тупик. На самом деле это часто работает. Нужно просто начать говорить прямо. Я начал, но переводчик переводил, как и прежде. Я наклонился к ней и сказал: «Тоя, я понимаю, что вы делаете, и понимаю, что вы хотите помочь. Но прошу вас, переводите, что я говорю, слово в слово, ничего не смягчая, вплоть до интонации». Русского я не знал, но общий настрой понимал. И она послушалась, сделала так, как я просил. Мы потом с ней очень подружились. И тут вдруг вся эта чепуха ушла. Мы оба перестали играть в игры. И Панченко стал прямо говорить, что он думает. Он сказал: «Вы должны пригласить оркестр Кировского театра». Я ответил, что мы не станем, потому что в Америке об оркестре Кировского театра никто и не слышал. Мы хотим кировский балет. Балет мы вам не дадим, потому что пообещали его другим агентам. Берите оркестр. Я сказал, что если речь про оркестры, то мы хотим государственный симфонический с Евгением Светлановым, с которым уже прежде работали. Нет, вы должны пригласить Валерия Гергиева. Какого Гергиева? Это был 89-й год. Его только в 88-м назначили, и его еще толком никто не знал. Он кое-куда, конечно, уже выезжал, был в Роттердаме, в Лондон приезжал в 87-м, но в Америке никто понятия не имел, кто такой Гергиев. Чтобы как-то сойти с мертвой точки, я сказал, что хочу встретиться со Светлановым, а там посмотрим. На что услышал от Панченко: «Поверьте, вам стоит пригласить именно Гергиева. Это будет дирижер всероссийского масштаба». Странно, но я поверил. Я, молодой американец, в итоге доверился этому матерому советскому управленцу. Почему? Я не понимал языка, но понял дух его слов. Почувствовал идею, стоявшую за ними. Он говорил со страстью и со смыслом. Совсем не так, как о других артистах. Другие для него были просто бизнес. Гергиев, конечно, тоже бизнес, но с совсем другими эмоциями. Там было еще и человеческое отношение. Я сказал: «Хорошо, мы сделаем, как вы предлагаете». Хотя я не слышал оркестра и ни разу не виделся и не говорил с Валерием. Но я поверил той страсти, с которой говорил о нем этот советский чиновник. Ну расскажите, как прошел дебют Валерия Гергиева с оркестром Кировского театра в Америке? Это на самом деле 2 истории. Было 2 дебюта, и оба в 92-м году. Первый раз он привез оперную труппу Кировского театра. Это было важно, потому что на Западе все знали кировский балет, но никто не знал оперу. У балета была слава и репутация лучшего балета мира. Он был вне конкуренции. Точка. Но оперу Кировского театра и оркестр в то время не знал никто. Они привезли огненного ангела Прокофьева.
А нужно сказать, что не только американцы, но и европейцы в то время «Огненного ангела» совсем не знали. В Метрополитен ее ни разу не ставили. И она стала сенсацией десятилетия. Все были застигнуты врасплох. Такое качество вокалистов, которых никто не знал. Это какие времена-то были? Никакой нетребка еще и в помине не было. «Огненный ангел» стал грандиозной сенсацией, как для критиков, так и для зрителей. Началось настоящее безумие. Никто ничего не ждал от оперы Кировского театра, а они вдруг взяли и проснулись знаменитыми на утро после первого же выступления. А в октябре он привез оркестр Кировского театра, 2 концерта в Линкольн-центре. От них опять никто ничего не ждал. И они опять произвели сенсацию. На моей памяти это совершенно уникальный дебют. Плохо было то, что тогда же они сменили название с Кировского на Мариинский. Я был против. Говорил, что привожу их во 2-й тур, что их здесь никто не знал. Теперь знают, но исключительно как Кировский театр, что это неправильно. В итоге мы отложили ребрендинг в Америке до 2008 года. Я их возил в 94-м, 96-м под старым именем. На последних гастролях мы объявили об изменении названия и начали раскручивать бренд «Мариинский», под которым привезли их только в 4-й по счету тур. Так получилось, что хотя Мариинский в Коламбия привел я, подготовкой первого их тура занимался не я. И менеджером Валерия тоже тогда не был. Этим занимался офис Рона Уилфорда. Меня привлекли к организации 2-го турне, и тогда же Валерий попросил меня персонально заняться его карьерой. Это было в 94-м. Я знал, что его, кажется, еще в 91-м году приглашали возглавить оркестр Миннесоты с зарплатой $1 миллион в год. Миллион в 91-м. Это были огромные деньги, особенно учитывая, что тогда происходило в России. А Валерий отказался. Когда я спросил его, почему, он ответил: «Я хочу остаться и создать здесь среду, в которой артисты хотели бы жить и работать, никуда не уезжая». А тогда все уезжали, кто в Англию, кто в Испанию, кто куда. Это произвело на меня впечатление. Человек отказывается от $1 миллиона, потому что верит, что у него есть обязательства перед своей страной и культурой. Это вообще важно. Какая у тебя установка насчет карьеры? Каждый артист вынужденно является еще и бизнесменом. Он вынужден уметь считать деньги. Но нельзя, чтобы материальные стимулы становились главными. Даглас, скажите, пожалуйста, вы наверняка слышали такое имя — Норман Лебрехт. Он когда-то высказал такую мысль, что Columbia Artists создают большую проблему, требуя огромные деньги в качестве гонораров для дирижеров. Раздувают их зарплаты, и в мире классической музыки становится все труднее работать. Насколько я помню, книга Лебрехта называлась «Кто убил классическую музыку?». В убийстве он, по сути, обвинял Рона Уилфорда, президента Columbia Artists. У нас были контракты с большинством лучших дирижеров мира. Больше не было ни у кого.
А Уилфорд в своем деле был так хорош, что переиграть его было практически невозможно. Он умел представлять интересы своих клиентов. Неважно кого. Сейдзи Азавы, Ростроповича или Курта Мазура, которого он привел в Нью-Йоркский филармонический. Но позвольте я вспомню 68-й год. Я приехал в Чикаго послушать венских филармоников с Карлом Бёмом, Моцарт и 8-я Брукнера. Пожалуй, важнейший концерт в моей жизни. Еще не отойдя от концерта, встречаюсь с менеджером Чикагского симфонического. Это был мой гуру. Один из лучших на тот момент в нашей профессии в Америке. И вот он начинает жаловаться, что работать становится невозможно. Гонорары артистов заоблачные. Ребята, нужно с этим что-то делать. Как приглашать солистов? И бла-бла-бла-бла. Напомню, это 68-й год. Я тогда был совсем молодым парнем и говорил порою то, что думал без обиняков. Я ему сказал: если вы решите тут же сократить зарплату себе и своим музыкантам, я с радостью пойду работать к вам за минимальную комиссию. На всякий случай уточню, это не испортило наши отношения. Мы до сих пор дружим. Так что проблема была всегда. Сейчас она может смотреться более выпукло, потому что зарплаты и компенсации тех, кто находится наверху, кого считают лучшими в профессии, стали совсем уж неприличными. Таких никогда в истории не было, и речь не только о классической музыке. Так что Рон Уилфорд ни при чем. Он никого не убивал. Дело не в гонорарах, а в технологиях, которые изменили коммуникационную среду и саму культуру. У Лебрехта получилась отличная книга. С ней интересно спорить, но не думаю, что он прав. Это нормально или непрофессионально выбивать себе такие гонорары? Я бы не стал здесь вообще рассуждать в терминах морали. Есть такое известное американское выражение: столько, сколько выдержит рынок. Допустим, у нас есть уникальный артист и его уникальное выступление. Сколько за него запросить? Разброс цен такой, что в любом случае приходится гадать. В итоге называешь цифру почти наобум. А это цены на билеты. Так что хорошо бы угадать. Иначе, если промахнешься, нанесешь урон и залу, его имиджу, допустим, Карнеги-Холл, и самому артисту, про которого станут говорить, что зрители не стали платить за его концерт. А это убийственная репутация. При этом я не встречал артистов, готовых просить поменьше. Поверьте, никого не будет волновать моральный аспект. То, насколько высока была цена, если эту цену заплатят. Так что задача очень проста. Угадать, сколько готовы заплатить в случае Карнеги-Холл 2800 человек, чтобы зал был полон. Но в этот момент что работает? Ваш инстинкт бизнесмена? Или тут все можно рассчитать точно? Вот это максимум, больше публика за этот концерт в этом зале не заплатит. И зал не будет заполнен. Цены везде разные. В Чикаго гарантированно заработаешь меньше, чем в 15 других местах в Штатах. И нужно решать, готов ты выступать в Чикаго или нет. Готов ли играть в Карнеги-Холл за меньшие деньги, чем в Ан-Арбор или в округе Ориндж, Калифорния. Правильный ответ всегда должен быть «да», готов. Потому что репутация зарабатывается в Нью-Йорке и Чикаго, а не в округе Ориндж. Всегда это дихотомия – работать ради репутации или ради публики. Потому что публика в округе Ориндж ничуть не хуже, чем публика в Нью-Йорке. Они там также покупают билеты, диски, если захотят, будут также слушать твою музыку на стриминговых платформах. Но если тебе нужна репутация, за это придется заплатить, выбрав Нью-Йорк. Даглас, означает ли это в конечном итоге, что классическая музыка – это все-таки искусство для элиты?
Вот этого я совсем не думаю. Стриминг и другие технологии решительно изменили всю индустрию развлечений, включая классическую музыку, сделав ее намного дешевле и доступнее. Один пример. В 2011-м Гергиева попросили возглавить конкурс имени Чайковского. Он согласился и тут же добился того, что конкурс впервые в истории вживую транслировался на весь мир. Все туры, пианисты, виолончелисты, вокалисты, все. Это привело к невиданной прежде открытости. Любой желающий мог проследить за всеми стадиями соревнования, за всеми участниками, за работой студии и увидеть всю кухню. Такого прежде никогда не было. Конкурсы же славятся своей закрытостью. Это не значит, что на Чайковском у судей не было возможности играть в какие-то свои игры. Всегда и везде есть субъективные решения, которые вызывают подозрения. Но теперь это происходило на глазах у всех, а не за кулисами. Ну а самый главный результат того конкурса — он открыл Трифонова, попутно собрав 10 миллионов просмотров. После этого как-то язык не поворачивается сказать, что конкурсы — зло, как это часто говорят, рассуждая про стресс, однообразный репертуар, предвзятость судей. Кто хочет, всегда найдет повод не участвовать. Но я считаю, что артиста должны слушать. А какая в итоге тебе досталась медаль, большого значения не играет. Да, как раз хотела напомнить. Если даже посмотреть на конкурс Чайковского за все годы его проведения, мы увидим, что Андраш Шиф занимал 4-е место. Иштван Вардай, потрясающий виолончелист, 3-е место. Люка де Барг, 4-е. Полностью согласен. Кстати, одной из причин успеха де Барга были онлайн-трансляции. Публика в него сразу влюбилась. Публика его выбрала, не жюри. Даглас, среди ваших артистов, по сути дела, ваших клиентов, смогли ли вы найти настоящих друзей? Да. Мне так повезло в жизни. Многие из моих артистов стали мне друзьями и очень близкими. Например, Анне Софи Муттер. Можно я поделюсь личным воспоминанием? Однажды мы провели с ней целый день в Эрмитаже, и это был по-настоящему чудесный день. Я наслаждался и самим этим удивительным музеем, и ей в нем. Насколько хорошо она разбирается в искусстве, сколько всего знает. От такого общения сам растешь. Был у меня артист, полная противоположность. Всегда говорил только о деньгах. Какой будет гонорар? Сколько заплатят? Ни о чем больше. Я сказал, что это неправильно, что он, как артист, потеряет, если будет сосредоточен только на материальном, потому что настоящее богатство — это люди и общение с ними. А он не мог выстроить человеческие отношения даже со мной, своим менеджером. Вообще же, я счастливый человек. Благодаря этой работе мне удалось встретить столько потрясающе талантливых, умных и любящих людей из разных концов света. И многие из них стали моими друзьями. Это и есть настоящее богатство жизни. Ничего важнее для меня в жизни нет. Да, мне остается только сказать, как я счастлива. Безумно счастлива, что познакомилась с вами. И я так благодарна вам за это невероятно информативное, замечательное, очень откровенное интервью. Я знаю, сколько вы сами делаете для молодых музыкантов, так что и я очень рад нашей встрече. Браво, да, большое спасибо. Общаться с вами было огромным удовольствием. Not often, but loud.